Девчонки, всем большой привет! В прошлом видео показывала вам закупку продуктов. Нужно освежить холодильник, прежде чем загрузить продуктами его. Будем готовить щавельный суп. Ну и немножко поснимала для вас интересные предметы интерьера в обе. Это тоже будет видео. Так что, если интересно, оставайтесь и приятного просмотра. Капитально мыть холодильник не буду, просто освежу. Я протираю полочки, внутренние стенки средством для окон и зеркал. Делаю так регулярно, раз в неделю перед большой закупкой продуктов. Благодаря такой быстрой уборке в холодильнике всегда достаточно чисто, никаких неприятных запахов. Не будет такого, что что-то завалялось, вы не увидели, оно там портится и плесневеет. У меня, кстати, так и было, пока я не начала придерживаться этого способа. Раньше приходилось выкидывать много продуктов с истекшим сроком годности, а сейчас все под контролем. И это просто приятно загрузить свежие продукты в чистый холодильник, все аккуратненько разложить, чтобы глазу было приятно на это смотреть. Я пользуюсь контейнерами, мне с ними удобно. Все сложно по категориям. Молочные продукты у меня хранятся в одном контейнере, фрукты в другом, мясное в третьем, ну и так далее. Это опять-таки помогает аккуратно хранить продукты. Не всегда, правда, получается. Обычно к концу недели образуется такая картина, как вы сейчас могли видеть. В спешке я могу что-то просто положить на полочку. Муж и ребенок вообще редко, когда возвращают продукты на место, туда, откуда взяли. Ну, в общем, что тут скажешь? Это жизнь, идеального ничего не бывает. Но я стремлюсь к порядку. Потому что когда вокруг себя вижу разгром, бардак, грязь или просто буйство разноцветных вещей, у меня, ну знаете, как будто мозг, что ли, отключается. Я не могу ни на чем сосредоточиться, не могу собрать себя в одно целое. Сразу же появляется апатия, невозможность себя заставить делать нужные дела. Ну и все в этом духе. Поэтому по мере сил и времени я стараюсь поддерживать порядок и чистоту. И вот что еще хочу сказать о хранении в холодильнике в контейнерах. Как мне показалось, так все же такое хранение занимает больше мест. Но зато все хранится по категориям, аккуратно. И что самое хорошее в этом, что если что-то из продуктов протекло, то это останется в контейнере, и, соответственно, не нужно будет мыть целую полку или даже весь холодильник, а только сам этот контейнер. И что самое для меня удобное, это то, что можно быстро вытащить продукты из холодильника, одно движение и все. Я не выгружаю сразу все продукты со всех полок, потому что сейчас все эти продукты элементарно некуда сложить. Весь стол занят купленными продуктами, а на столешнице у меня тоже мало места, так что я решила освобождать частями. Частично загрузила продукты, такие вот самые, можно сказать, скоропортящиеся. Я оставляю еще одну полочку, даже две. Это для того, чтобы туда поставить контейнеры с зеленью, которые сейчас буду все перемывать, нарезать, раскладывать в контейнеры, чтобы потом было удобно этим пользоваться. Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, these were hard. These were hard. It gets you deep and leaves a scar. Oh, these were hard. These were hard. It gets you deep and leaves a scar. Curtains fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. И вообще не могу понять, в чем дело. На нижней полке очень часто скапливается вода в моем холодильнике. То побольше, то поменьше. Но вот на этой неделе вообще огромное количество воды набралось. Я проверяла уплотнительные резинки, вроде бы все нормально. Вообще не могу понять, в чем дело. Curtains fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. We need to get up. We need to get up.
И теперь перемываю всю зелень. Здесь и петрушка, и базилик, и укроп, и чего только нет. Отправляю в сушилку, просушиваю довольно-таки хорошо базилик. Его лучше даже высушить практически до сухого состояния, иначе он будет подпревать. А вот, допустим, петрушку лучше даже слегка такой оставить влажноватой. Она будет очень хорошо храниться, практически неделю вообще с ней ничего не случится. Укроп чуть поменьше. Ну и также перемываю шпинат для салатов, для яичницы мы его используем. Перемываю щавель, шпинат. Из щавеля с вами будем дальше готовить суп. Ну и айсберг. Я его разбираю на части, также промываю, сушу. Тоже не совсем до сухого состояния. Нарезаю, складываю в контейнер. И все, вся наша с вами работа закончена, по крайней мере, с нарезкой зелени. Айсберг, кстати, он тоже отлично хранится. Неделю это смело, ничего с ним не произойдет при таком хранении. И вообще очень удобно пользоваться такими заготовками в течение недели. Чтобы сделать салатик, достаточно открыть один контейнер, другой, третий, все это смешать, перемешать, добавить помидорчики, огурчики. Огурцы, кстати, тоже можно сразу, в принципе, нарезать. Но я уже не стала заморачиваться, потому что, на самом деле, довольно сильно устала. У меня еще оставался чуть-чуть лук, несколько перышек буквально, тоже нарезала, положила в контейнер. И стебельки от укропа, от петрушки я не выбрасываю, я отправляю в морозилку. И потом, когда варю супчик, я их добавляю, они отдают свой вкус и запах. Я их после этого достаю и выбрасываю. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my Вот такие заготовочки получились. Здесь лук, здесь 2 контейнера с шпинатом, здесь петрушка и базилик красный и зеленый. Маленький контейнер с луком. Ну вот, чтобы было-то нарезала, чтобы уже, знаете, потом доски не пачкать, уже чтобы все было готово. Ну и айсберг. Щавель я пока что оставляю. Суп буду готовить уже завтра, потому что сейчас вечер, смысла нет. Щавельный — это, наверное, самый быстрый и простой суп в приготовлении на всем белом свете. У меня кастрюля 2,5 литра. Беру одну большую такую крупную картофелину и морковку. Картошку нарезаю кубиком, морковку режу специальным ножом фигурным, чтобы было покрасивее смотрелась она в супе. Дальше добавляю соль по вкусу. Минут 20 варим суп на среднем огне, затем добавляем мелко нарезанный щавель. И еще ждем минут 10. Все, суп готов. Уже порционно в тарелку я добавляю немного майонеза и куриное яйцо. Можно половинку, можно 2, как вам больше нравится. В выходные заезжали в обе и поснимала для вас такую красоту для дома. Различные вазы, подсвечники, предметы интерьера. Ну, такая красота, очень большой выбор. Я с вами буду уже прощаться. Увидимся в следующих видео. Всех целую, обнимаю. Всем прекрасного настроения. Пока-пока. I keep dreaming, but my dreams keep flying away. It's somewhere far beyond. Keep chasing them and I never rest for a day. There's something I don't do. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. Got down feeling good. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast forward. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast forward. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. It's been a while since I ran into you on a street. I wonder if you moved. Hope everything is going amazing for you, and you're not feeling blue. I feel the rain pour down my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. Got down feeling good. Yeah, but when